Привет, это Лена Бик. Я знаю, что каждый из вас уже активно готовится к Новому году, поэтому сегодня я сняла видео для вас легкой укладки, которую сможет повторить абсолютно любая, даже без опыта. Если ты готова, то поехали! Давай первым делом познакомимся с моей моделью. Ее зовут Алина. Какие красивые волосы, средней длины, не очень густые, крашеные, объема у корней нету. Сейчас я буду готовить волосы. Я использую термозащиту. Распределяю по всей густоте волос и затем расчесываю. Я делю попрядно и обрабатываю каждую прядку лаком. Раньше я пользовалась другой техникой, но теперь я решила, что так будет быстрее, я сэкономлю время. Я просто распыляю лак попрядно на всю густоту волос. А затем при накрутке я уже могу не использовать, то есть убрать этот баллончик и работать только плойкой. Здорово, не правда ли? Обрати внимание, волосы абсолютно не склеены, хотя мы использовали лак сильной фиксации, но я не считаю, что он сильный, он скорее средний. Буду использовать плойку 26 мм, можете брать 25, а можете, кстати, взять и побольше, 32 мм, потому как мы все равно будем фиксировать локоны, и они у нас получатся очень упругие. Теперь о делении. Я делю от уха до уха и еще буду добавлять 3 сантиметра от затылка вперед, чтобы спереди у меня был такой большой объем волос, а остальные волосы останутся сзади. Теперь я начинаю работать у лица. Я беру первую прядь, а остаток убираю повыше, чтобы он мне не мешал. Смотри, беру плойку, диаметр сверху, а щипчик снизу. Открываю, завожу прядь вовнутрь и начинаю накручивать жгутом. Что такое жгутовая накрутка? Это когда прядь у нас перекрещивается. И главное правило в этой накрутке – нужно держать руку близко к диаметру. Сейчас покажу подробнее уже на второй прядке. Смотри, как я прогреваю эту, держу за кончик, затем жду примерно 3 секунды, отпускаю на ладонь и фиксирую либо зажимом, либо невидимкой, что у вас есть под рукой. У меня это обычная невидимка, потому что она очень легкая и стоит копейки. Следующий ряд я буду крутить уже в другую сторону для большего объема. Обрати внимание, как я держу плойку. Я поменяла местами диаметр снизу, а щипчик сверху. И смотри за рукой, как она близко находится к диаметру. Я кладу прядку на диаметр и рукой помогаю ей крутиться назад. То есть я вращаю ее вокруг диаметра, и она у меня сама делает вот эти вот жгутовые элементы, вращаясь вокруг диаметра. Самое главное, не отпускай хвостик. Если ты его отпустишь, он может выпрыгнуть с диаметра, и прядка распадется. У нас всего есть два типа накрутки. Это плоская и на объем. Сейчас в этом ряду я накручиваю на объем. Смотри внимательно, еще раз. Я ставлю диаметр снизу, а щипчик сверху. Беру прядь и кладу ее на диаметр. За счет этого у меня получается объем почти от корня. Завожу прядь вокруг диаметра, прогреваю ее хорошо, держу кончик, придерживаю его примерно 3-5 секунд и отпускаю на ладонь, затем фиксирую. В таком положении прядь у нас продолжает запекаться и остывать, сохраняя свою форму. А следующий ряд мы будем накручивать плоско. Поменяла местами уже диаметр сверху. Смотри, как я завожу прядь. Плотно накручиваю на диаметре. Я меняю направление в каждом ряду, чтобы потом при раскрытии локонов у меня было больше объема.
потому что если ты будешь крутить все в одну сторону, при раскрытии у тебя может превратиться все в одну большую колбаску. Когда мы уже поднимаемся выше от брови, я буду крутить все строго от лица, плоской накруткой, потому что так смотрится более гармонично, когда завиток идет от лица назад. То есть также плойка у меня диаметр снизу, а щипчик сверху, и я вращаю прядку на диаметр, держу несколько секунд и затем фиксирую. Неважно, сколько у тебя рядов, последних 2 или 3, это зависит от густоты волос, может быть больше, может меньше. Самое главное, что чем выше от брови, накручивай лучше назад. Переходим на вторую сторону, накрутка точно такая же, это очень легко, нужно просто поочередно менять диаметр, то он сверху, то он снизу, вот и все. Отработай сначала на выключенной плойке, чтобы у тебя точно получилось закрутить жгут, а потом уже включи ее и сделай на живых волосах. Смотри, как правильно делать жгут. То есть ты держишь прядь, самое главное, близко к диаметру и начинай заводить за диаметр. Таким образом прядь сама закручивается. Знаешь, в чем самая большая ошибка начинающих мастеров? В том, что они сначала делают жгут из пряди, а потом пытаются его закрутить на плойку. Так делать не нужно. Это получится совершенно другое. Непонятно что, я даже не знаю, что получится, потому что я так ни разу не делала. Так что давай, не торопись, смотри еще раз внимательно и подчеркивай для себя все нюансы. Я специально сделала эту укладку без начесов, чтобы все могли ее повторить. Здесь самое главное — накрутка жгутом. И если у тебя нет времени, то можно не фиксировать пряди невидимками. Можно сразу их отпускать, тогда волна получится менее упругая, то есть волосы сохранят свою длину. Максимальное сохранение длины волос, если волосы короткие, к примеру. Ну а способ с закалыванием на невидимками очень хорош тем, что, допустим, если твоя клиентка придет, соберется у тебя с утра, а само мероприятие у нее вечером, такой укладкой, таким способом закреплением у нее укладка простоит как можно дольше. Я думаю, ты понимаешь логику, что сначала локон у нас очень такой пружинистый, да, а потом к вечеру он будет уже сам немножко опадать, расслабляться и будет уже более спокойный. Так что я все-таки советую сначала делать более упругие такие пружинки, чтобы потом они сами потихонечку открывались. Иначе, если ты сделаешь сразу такой легкий вариант, то не факт, что он доживет до вечера.
Вот наш промежуточный результат. Посмотри, как стильно это выглядит. Все чистенько, никаких волосков прямых не осталось. И поехали разбирать ее. Просто удаляем невидимки, начиная снизу, идем наверх. Смотри, если у тебя прядка перекрутилась, видишь излом, да? Просто перекрути ее в другую сторону, перебрось, и она восстановится. Не нужно сразу пугаться, что ты что-то не то накрутила. Просто помоги ей. Перебрось в одну сторону или в другую. И сразу будет видно, где ее место. Какие хорошие упругие пружинки у нас получились. Но это всего лишь промежуточный этап. Давай перейдем к полному разбору. Я использую крем от Тиджи. Он помогает мне разгладить волосы и устраняет статику. Потому что, когда зима, волосы могут электризоваться, пушиться очень, как у одуванчика. Этот крем помогает усмирить такие дикие прядки. Я просто распределяю между ладоней и прогребаю, прочесываю сквозь все волосы. Смотрите, на заднем фоне у нас подошла другая модель. Ей делал локоны на линейку Джейхун Закирович специально для своего онлайн-мастер-класса. Так что ей тоже интересно, что мы здесь делаем. Но у нас локоны более такие базовые. Смотрите, продолжаю разделять волосы руками. Можно, конечно, взять расческу, но есть вероятность, что вы просто вычешете всю накрутку с помощью расчески, особенно если у нее мелкий зубчик. Поэтому мне нравится чувствовать волосы и делать разбор руками. Обратите внимание на зону челки. Видите, мы накручивали ее от лица, поэтому она так гармонично смотрится. Если ты накрутишь к лицу, конечно, ты можешь перебросить пробор на другую сторону, что я и собираюсь сделать. Смотри, вот у нас больше направо, теперь перекидываю налево, смотрю. В принципе, можно и так, и так. Так что можно накручивать вообще абсолютно в разные стороны. Хаотичная такая укладка у нас получилась. За счет того, что я накручивала без какого-либо начеса, укладка остается живой. Знаешь, в чем огромный плюс? То, что она, допустим, ходит полдня такая с укладкой больше на правую сторону, она немного оседает, все равно локоны чуть-чуть устают, да, и потом она может встряхнуть головой и перекинуть больше пробора на левую сторону. Таким образом, у нее будет снова свежая укладка с шикарным объемом. Я просто не могу, какие они живые, какие они хорошие, стойкие. Я уверена, что эта укладка продержится 2 дня, потому что локоны очень упругие. Да, может быть, сейчас вам кажется, что они прям слишком такие кудрявые, бараш, да? Но поверьте, пройдет время, и они будут просто супер, как надо. Спасибо, что досмотрела до конца, и для твоего удобства я подготовила несколько плейлистов. Там есть прически для себя, прически для моделей, обзор инструментов и многое другое. Также посмотри описание под этим роликом. Счастливо! Пока-пока!